добрался до города хрен знает когда. Ну, я на окраине. Иду, сейчас забреду в лесок поглубже. Поставлю там палатку. Отлично поспал сегодня. В принципе, мы в Таллине. Сейчас поехали в центр тогда. Сегодня уже вечером, ночью делать придумаем на ходу. В общем, ребята, план такой. Решил я поискать какой-то дешевый хостел. И завтра, в принципе, я могу там оставить на весь день рюкзак и типа не париться о нем вообще. Это большой плюс. В общем, хостел стоил мне 12 евро. Итого осталось у меня 31. Когда я составлял маршрут этого путешествия, одной из критических точек была дорога из Таллина в Хельсинки. Ехать автостопом через Питер было бы очень времязатратно и рискованно, поскольку я не хотел снова наткнуться на допросы на границе. Нужен был какой-то способ пересечь Финский залив и тем самым не выезжать из еврозоны. На сайте для автостопщиков Hitchwiki я нашел интересную информацию по этому поводу. Способов было несколько. Первый, и тот, на который я обратил внимание, заключался в следующем. В основном в летнее воскресенье можно попробовать запилиться к частной лодке или яхте, которая возвращается в Финляндию. Судя по информации из других источников, финны любят приплывать в Таллин, чтобы затариться дешевым алкоголем и продуктами. Но было несколько моментов, которые меня изначально напрягали. Первое — это то, что написано далее в этой статье. Гидростоп в Таллине, как часто, может быть действительно времязатратным и забирать много энергии. Особенно если летом и выходные дни это можно сделать, но нужно быть готовым к тому, что придется долго ждать и получать много отказов. Лодок не так уж и много, и никто не горит желанием взять вас с собой. Второе — это то, что те люди, которых я встречал в Эстонии, в хостеле, с которыми я ехал автостопом, даже мои хосты из Хельсинки, мягко говоря, очень сомневались в том, что такое может прокатить. Окончательно меня заставило сомневаться в намеренном, это то, что у меня чудом появились какие-то деньги. На этом же сайте я нашел один очень хитрый способ добраться в Хельсинки. Поскольку запилиться на паром невозможно, вам придется купить билет. В одну сторону он стоит от 15 до 70 евро. Поэтому вместо покупки билета на паром можно купить билет на мини-круиз. Обычно это означает, что вы остаетесь на борту до прибытия в точку отправления. Но, как правило, за этим никто не следит, и вы просто уходите на половине пути, то есть в Хельсинки. Эти билеты обычно намного дешевле, поскольку они ожидают, что вы будете покупать еду и тому подобное во время пути. В общем, пообщался я с одним чуваком из Таллина. Спросил насчет этого варианта с лодкостопом, так сказать. Сказал мне, что лет 5-10 назад это еще было возможно, но сейчас типа в Эстонии поднялись налоги, и финны сейчас плывут в другие места скупаться. Вот, так что, короче, я еду сейчас в порт проверять обстановку, билеты. I need a ticket to Helsinki. 39 euros, that's the cheapest. Well, so what is the cheapest ticket to Helsinki on Sunday? In the morning? Anytime. Right now it's 12 euros. 12? Yeah, one way. 7 o'clock in the morning. Интересно, почему я на сайте не видел такой цены? Правда, 7 утра, конечно, такое себе время. Я думаю, придется на улице где-то ночевать и потом под утро прийти уже сюда. В общем, мне девушка
в порту дала адрес компании, которая проводит туры в Хельсинки. Сейчас проверим, какие у них цены. Короче, зашел я по адресу, который мне дали. Туров там нету в Хельсинки. Но интересная штука, там билет на Viking Line, то есть это там, где я спрашивал, стоит дешевле, чем в порту. 11 евро билет. Был настолько наглым, что попросил скидку на этот билет, типа студенческую. У меня ж фейковый студенческий с собой. Вот, они сказали, типа, не, чувак, это самая минимальная цена, которая только может быть. Я по улице услышал в церкви какие-то странные звуки, как для церкви. Вот, оказывается, это протестантская церковь. Короче, мне посчастливилось попасть на бесплатный ужин. Вчера перед сном опубликовал заявку на каучсерфинге в небольшой городок. Ну, хотя как небольшой. В общем, по пути в Норвегию есть город в Финляндии, называется Оулу. И вот сегодня утром уже одна девочка отписала. Так что так. Тут, если гулять недалеко от старого города, то везде такие красивые деревянные дома. Прям целые районы деревянных домов. В общем, тут надо либо проскочить за кем-то, либо найти билет где-то на улице, может кто-то выбросил. Блин, это на 27-е. Все-таки нашел билетик, валялся на парковке. Куда пошел? Торпеды. Самое приятное, конечно, то, что удалось пройти халявно. Прикольно, да, жить в стене? Пришел в небольшой парк рядом, подальше от дороги. Палатку я решил не ставить, так как это занимает много времени.
решил я найти себе место под деревом, просто разложить каремат и поспать пару часов. Заснуть я так и не смог полноценно. Максимум, что получилось, это вздремнуть минут на 20-30, еще когда было тепло. Вот, а потом начался дождь, и ко мне приполз какой-то еж, спрятался под ветками рядом. Нашел в коробке, пара кусочков пиццы есть. Капец, я голодный. Ну, пизда, кстати, нормально.